Привет, друзья! С вами я, Александр Арефьев, и в этом видеоролике я расскажу, как сделать стопроцентно очень крутой пейзажный кадр. Ну и не только пейзажный. Для этого вам понадобится везение. Да, действительно, в фотографии есть такая штука, как везение. Вы можете прийти на какую-то локацию, на которую приходите каждый день, и вдруг неожиданно перед вами окажется крутой дымок, туман или очаровательная радуга. Это и есть везение. Вы поймали крутой момент. Благодаря крутым моментам, очень классным моментам, вы можете создать действительно впечатляющие снимки, которые будут отличать вас от других фотографов, цеплять взгляд зрителя и аудитории. Поэтому обращайте на это большое внимание. Конечно же, любой человек достанет телефон из кармана и начнет фотографировать радугу, но сейчас будет вылезет подсказка. 5 элементов. Пользуйтесь 5 элементами составления действительно интересной композиции в кадре и создавайте классный снимок с помощью вот этого вот природного явления и с помощью 5 элементов. Линий, форм и так далее. Тогда у вас действительно получится очень интересный цепляющий кадр, неповторимый на другие. Что еще может быть таким интересным? Всегда в пейзажной фотографии обращайте внимание на облака. Облака могут быть очень классными, очень красивыми и очень интересными. Вы можете сделать большой акцент на небо и очень маленький акцент на саму природу. И ваша композиция будет состоять из форм и текстур на небе или красивого интересного цвета на небе. И тогда эта картинка тоже будет интересна зрителям. Еще один способ, который уже не подвластен везению, все будет уже зависеть от вас. Это длинная выдержка. Сейчас, конечно же, многие телефоны тоже уже научились подменять ее и создавать снимки с длинной выдержкой, но длинная выдержка на камеру пока что все равно остается гораздо более интересной. Хотя какие-то моменты там с водой уже телефон достаточно очень классные штуки делает. Но вы можете, кстати, да, и на iPhone есть такая функция, называется Live Photo. Включив ее, там, сделав кадр, вы можете выбрать длинная выдержка и увидите, что, допустим, дымочек какой-то или вода быстро текущая у вас превращается в такой вот молочное, что-то такое вот вуаль такую очень интересную, красивую. Это, несомненно, привлекает внимание зрителя, и поэтому, используя длинную выдержку в пейзажной фотографии, вы однозначно точно немножко будете выделяться на фоне других фотографов. Поэтому попробуйте этот способ привлечь внимание зрителя и снять что-то классное и интересное с помощью длинной выдержки. Я рекомендую вам использовать и прикупить для длинной выдержки ND-фильтр. ND-фильтр – это такие солнцезащитные очки для вашей камеры. Они пропускают гораздо меньше света, и вы с какой-то определенной, необходимой вам нужной диафрагмой сможете сделать действительно интересный, классный кадр на длинную выдержку и даже днем. Да, в чем проблема длинной выдержки днем? Вы не можете снимать с длинной выдержкой днем, с открытой диафрагмой, потому что у вас будет много попадать света в камеру, и картинка будет пересвеченная. Поэтому вам необходимо приобрести ND-фильтр, накрутить его на свой объектив и снимать очень красивые, очень интересные, классные кадры, которые вы тоже можете выстраивать с помощью, опять же, напоминаю, тех самых 5 возможных и имеющихся в арсенале каждого классного фотографа 5 элементов. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Я очень рад, если вам понравился он. Поэтому поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям и подписывайтесь на канал. Здесь будет еще много очень интересного.